Всем доброго времени суток. Давно не выходил, не снимал. Наверное, все соскучились. Вот. Сегодня будем делать фотореле со стабилизированным напряжением и током. Почему это так, я потом в конце расскажу. Для начала нам необходимо иметь текстолит. Толщина где-то не более 2 мм. В моем случае 1,6 мм. После необходимо вот эти размеры, какой вам необходимо размер, порезать. Можно, конечно, на большом текстолите сделать несколько штук, но это если уже собираетесь там на продажу. А так для себя зачем так много? Я почему сделал 2 штуки? Потому что когда со временем, да, вот время проходит, дорожки окисляются, там плата выходит из строя. Чтобы ремонтами не заниматься, вытащил и поставил новую. Вот всего лишь для этого. Вот. Итак, после как вы порезали, необходимо на бумаге нарисовать дорожки. Любую бумагу берешь, рисуешь карандашом, потом оттуда копируешь. Вот такой маркер берем и рисуем аккуратно печатные дорожки. Вот. Но это, конечно, очень много времени занимает. У кого есть принтер и компьютер, можно закачать программу и на программе все это сделать. Через принтер получается очень аккуратно. Я уже сделал вот такой печатный рисунок. У меня получилось очень аккуратно. После надо будет медный слой убрать. Она бывает окисленной. Берем вот такую наждачную бумагу. Потом надо обезжирить. Спирта не нашлось, потому что сейчас спирт очень дорого. Вот комфортный спирт. Протираем, чистим. И только тогда рисуем. Сразу нельзя рисовать. А если у вас есть принтер, то уже, вот как в моем случае, наносим бумагу вот так, потом заворачиваем и утюгом гладим. Где-то 1,5-2 минуты. После надо будет намочить, аккуратно снять. Я сейчас не буду вот этот процесс показывать, время занимает. И после надо будет уже посмотреть эти дорожки тоже аккуратно почистить. И уже готовить для травления. Раствор будет из медный купорос и пищевой соли. 3 ложки соли на 1 ложку медный купорос. 150-200 грамм воды теплой. Перемешиваем и делаем раствор. Потом надо будет покачивать, чтобы процесс быстро пошел. После необходимо сверлить. Многие сверлят, чистят вот сверху покраску. Ну, я бы не рекомендовал бы, потому что здесь видно, да, вот
Если ее прочистить, потом не видно будет вот эти. Так, аккуратно сверлим. Потом уже надо будет ацетоном чем-нибудь убрать этот слой. И все, плата готова. Уже можно будет потом с мелкого начать собирать детали. Чтобы это все сделать, чтобы это все собрать, изначально же надо будет собирать на вот таком макетном плате. Собрать, испытать, проверить. Когда уже убедитесь, что она работает отлично, вот тогда уже надо будет. Я уже собрал, она у меня работает. Завершил я работу. Собрал две платы. Одна уже во дворе установил на светильнике. Работает. А вторая вот перед вами. Почему я именно сделал стабилизированный? Потому что если нестандартный там 7 вольт, 19 вольт, на такие напряжения, если вам необходимо будет подключить фотореле, микросхема будет работать стабильно. В моем случае я подал где-то 5 вольт. Путем вращения многооборотника можно регулировать от 2,5 и более. Ну, в зависимости на вход, какое вы напряжение подаете. В моем случае будет 12 вольт. Будет это аккумулятор или блок питания, не имеет значения. На самом деле можно подавать на вход микросхемы до 18 вольт. Больше он не выдерживает. Вот. Вот эта часть стабилизатор. Вот эта часть фотореле. А это у нас фоторезистор. Здесь тоже необходимо регулировать, когда вам необходимо, чтобы она включалась, выключалась. Сейчас проверим на работоспособность. Допустим, это у нас будет уличный светильник. Здесь не имеет значения, как соединить. Включаем блок питания. Можно с аккумулятора же все это питать. Можно отдельно еще блок питания. Но я, чтобы вам показать, не стал это много соединений делать, а просто подключу через блок питания. Включили. Итак. Провод забыл соединить. Плюсовой. Вот, пожалуйста, работает. Изначально, когда я паял вот эту микросхему, печатный рисунок сделал не так. И она у меня не работала. Потом вот таким образом пришлось микросхему запаять. Вот правильный печатный рисунок можно по этой рисунку вам сделать. Конечно, можно было бы на 2 транзисторах все это сделать. Это уже как бы упрощенно и некачественнее будет работа. Чем больше деталей, тем она, имеется в виду, тем сложнее, тем качественнее работает схема. Ну, на этом, пожалуй, все.